Всем привет! Давайте сегодня рассмотрим, как работает Google Аутентификатор. Что это за приложение, я думаю, объяснять не нужно. Каждый амазонщик, в принципе, знает о втором факторе. В принципе, Amazon не единственный сервис, который использует несколько факторов для того, чтобы защитить ваш аккаунт от плохих людей. До того, как мы продолжим, давайте проговорим небольшой дисклеймер. Первое. Мы не обсуждаем удобство или неудобство данного метода защиты в целом. Я буду использовать упрощенную лексику. Мы не будем обсуждать глубоко детали реализации. Также мы не будем обсуждать уязвимости и возможности доступа злоумышленника к паролю, секрету, устройству. Ну и со временем что-то может измениться, и я начну говорить по-другому. Принцип работы данного механизма. При начальном сопряжении сервис генерирует секретный ключ для каждого пользователя. В приложении на устройстве пользователя создает хэш на базе данного секретного ключа и временных интервалов. Далее из этого хэша извлекается шестизначный код. При входе на сервис делает то же самое. Соответственно, после чего код из приложения вашего и на сервисе сравнивается. Если код совпадает, тогда считается, что все хорошо и вас дальше пускают по процессу. В виде схемы это выглядит вот таким вот образом. Важно здесь запомнить, что вот этот секрет, который в красном таком кубике, мы к нему еще вернемся чуть позже, он генерируется в момент сопряжения только. Поэтому вот просто запомните этот момент, мы к нему вернемся, и вы поймете, почему это важно. И почему вот этот секрет имеет довольно-таки весомую роль. Давайте теперь пройдемся по вопросам. Самый частый вопрос. Можно ли использовать Google Аутентификатор для нескольких Amazon аккаунтов? Так как данный механизм использует временные интервалы, то он по сути является оффлайновым. То есть он не зависит от наличия интернета, мобильной связи, либо чего-либо другого. Да, мобильная связь нужна, но по сути она нужна исключительно для того, чтобы ваше устройство синхронизировалось с серверами времени и, скажем, на вашем устройстве было правильное время. Да, потому что если время будет неправильно, то, соответственно, код будет генерироваться не такой же самый, как на сервере. Дальше. Отсюда следует вывод, что вы можете использовать на неограниченном количестве Amazon аккаунтов данный метод защиты. Следующий по частоте вопрос, что будет, если с телефоном что-то случится, можно ли перенести настройки для Google Аутентификатора на другое устройство и так далее. И здесь мы возвращаемся к тому моменту, когда я попросил запомнить про красненький квадратик, то есть про секрет. Получается, из-за того, что данный секрет генерируется только в момент сопряжения, то если у вас нет на руках данного секрета в виде текстовой строки либо QR-кода, то вы повторно не сможете, скажем так, с теми же настройками, с той же конфигурацией подключить свое приложение к данному сервису. Соответственно, вам нужно на сервисе заново запрашивать подключение второго фактора и проводить заново сопряжение. Соответственно, очень важным здесь становится тот момент, когда нужно в момент сопряжения сохранить либо текстовую вот эту строку, либо QR-код в виде, допустим, скриншота, да, и я на самом деле думаю, что вполне рабочий вариант не просто скопировать QR-код в виде там скриншота и сохранить в какой-то папочке, либо там в Evernote, либо еще где-то, но и можно также его распечатать, к примеру, ну и сложить в какое-то недоступное место, о котором знаете только вы. Просто популярный вопрос, можно ли использовать Google Аутентификатор для разных сервисов. Да, безусловно, то есть это вытекает, в принципе, из ответа на первый вопрос про использование Google Аутентификатора для нескольких Amazon аккаунтов. То есть из-за того, что данный способ, он вообще никоим образом не связан с интернетом, с синхронизацией там, с серверами, синхронизацией между серверами, там, сервисами и так далее. Соответственно, вы можете использовать в любой момент для разных сервисов данный метод.
Я здесь говорю Google Аутентификатор как общий такой механизм по названию данного приложения. На самом деле это просто one-time password, это просто механизм, который используется разными сервисами. Вопрос, который почти никогда не задают: есть ли приложение аналоги Google Аутентификатору? Да, есть, и их немало, но, наверное, самым популярным является Authy. Это такой сервис, который позволяет полностью заменить Google Аутентификатор. У него есть ряд преимуществ перед Google Аутентификатором. К примеру, я их здесь выписал. Google Аутентификатор привязан к одному устройству. Далее, Google Аутентификатор доступен только на мобильных устройствах. У Authy есть приложение и для ноутбуков, и для мобильных устройств. У Google Аутентификатора нет бэкапов. Здесь мы возвращаемся к вопросу, что будет, если с вашим телефоном что-то случится и у вас на руках нет начального секрета в виде текстовой строки, либо QR-кода. Да? У Authy больше механизмов защиты к приложению и кодам, то есть у него есть разные, вы можете поставить разные пароли там к бэкапу, там мастер паспорт установить, ну и, собственно, pin protection для доступа к самому устройству. И, в принципе, там еще есть какие-то мелкие возможности, которые, в принципе, для нас, как пользователей, которым используют данный механизм для аутентификации на Амазоне, они, в принципе, не интересны. Какие выводы можно из всего этого сделать? Первое, что данный механизм есть смысл использовать, он серьезно повышает безопасность вашего аккаунта. Далее, я рекомендую использовать приложение Authy вместо Google Аутентификатора по тем причинам, которые я чуть ранее озвучил. Далее, я все-таки по старинке рекомендую при сопряжении сохранять текстовую строку вот этого секрета, либо делать скриншот QR-кода и хранить в каком-то, так сказать, недоступном для детей месте. Ну и здесь мы опять же не рассмотрели всякие моменты, связанные там с безопасностью в целом, но это разговор отдельного видео. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Саша Семишан. Я профессиональный продавец на Амазоне уже более 4 лет. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь, будем общаться. Всем пока.